кто у нас? Что за товарищ? Это игуана зеленая. Наверху черный игуан. С Я бы шипами сразу на не хвосте. заметил. Да. Вот настолько они неподвижная, как будто не живая, да? Ну, по характеру говорят, что они как кошки. Вот эти. Мы можем это проверить. Да. Да, я в прошлый раз проверял с питоном. Вот. Вот это самец, у него мешки по бокам есть, куда он набирает воду и переносит к месту, где самка отложила яйца. И его Вот эти мешки, увлажняет. да? Вот. Вот эти. Ага. Ну и так у них есть еще третий глаз, так называемый. Прослойка на лбу. Если вот посмотреть, вот, Он чувствует изменение да, температуры да, и да. видит тень. редуцированный хрусталик, собственно говоря. Он спит. Нет, это он любит, когда его гладят. Я думал, он решил отдохнуть, и мы его тревожим. Нет, Что-то он кушал такое, да? на салаты. Салаты из чего любит кушать? Салат, который состоит из капусты, состоит из листьев салата, морковки, тыквы, ну, любая зелень. Когда маленькие, они могут питаться там творогом, питаются насекомым. Но если потрогать, он не цапнет? Потрогать. Кошки разные же бывают. Ну вот Где как кошки лучше- такой же. Где лучше трогать? Возле рта. Рта? Вот Да. здесь? Да. Сразу по коже. Я понял. Спасибо. Главное вовремя. Здесь. Ну вот сверху, да, ему За нравится. 14 лет, пока открыт океанариум, то его уже тут загладили. Он уже привык, да? Да, поэтому он себя хорошо чувствует, когда... Мешочек. Не бывает. Вот это. Ну вот для Ну, чего это? для коммуникации. То есть они так коммуницируют между собой. Это сейчас влюбление. Это я ему помогаю. Ага, это потом на ремни, да? Ну, куда что, Сумки, Да. там, кошельки, ремни, сапоги. Да. Ну, он такой послушный вообще, я смотрю. Даже не реагирует на то, что у него обдирают. Он мысленно говорит еще. А когти? Когти ему помогают для лазания по деревьям. Это сколько ему по возрасту? Ну, где-то 18-20. Ну, это красная морфа. Это зеленая игуана, красная морфа. Есть голубые морфы, есть коричневые морфы. То есть Длина какая его? это метр 20. Ну, короче, спокойно. Флегматик, да? Ну, чего? Они такие есть, да? Ну, пока маленькие, они очень активные и пугливые. Ну, я же говорю, они очень хорошо приручаются. А вот этот Почему вот это не сильно, вот они вот так вот. сразу. Да. Ух, и хвост, да, он Хвост сразу у него такой колючий, да. топорщит, ну, Да. посмотрю, То прям есть такой она этим хвостом начинает активно двигаться. долбануть Да. может, да? Он колючий. То есть так вот отпугивает. Не бойся, я сам боюсь тебя. Это кто у нас? Это Василиск шлемоносный, это самец со шлемом, а все остальное самки без шлема. Это горилла. Могут бегать очень быстро по воде, перебирая задними лапками. А хвостом регулирует направление, как рулем. Реально он так по воде бежит, да? Да. Ну, говорят, чтобы человек смог бежать по поверхности воды, ему надо развить скорость 86 км в час. А за счет того, что вот такие лапы он расставляет и быстро так бегает, то есть он держится на поверхности воды. Лампа, Вот. да, специально для... Ну, есть лампы ультрафиолетовые, Вот есть это сейчас какая горит? Красная? инфракрасная, это Инфракрасная. создает температуру. А вот это одна ультрафиолетовая, обычная. Ну, Ультрафиолет, да? самая главная любовь.
Ну, без этого никуда, я Вот. согласен. А потом уже на это накладывается, мы создаем им условия благоприятные. То есть это температура, А какая влажность. температура? Ну, 20, у них фоновая называется температура. 26 градусов, под лампой 35-40 градусов. То есть опрыскивание, им влажность нужна, поскольку они обитают вдоль берегов рек, им нужна влажность, поэтому мы несколько раз в день опрыскиваем. Ну, за счет- Именно их опрыскивать или... И, ну вот вы видите сейчас, что они, самец начинает менять. То есть для того, чтобы он менял хорошо, ему надо влажность высокая. То есть, грубо говоря, роса. Сидит послушно, Да. вообще не шевелится. Наверное, с самого маленького, да? Да, это у нас родились. Да. Перехвалил тебя, да, или ты говоришь, что хватит уже обдирать, да? Вот так, да. Ну вот, Молодчага. игуан, и у игуана вот это вот, они точно так же коммуницируют, точно так же машут головой. Это что-то означает? Да, это означает, что я здесь главный, Ага. это моя территория. Здесь не задерживайтесь, да, а самки застыли, смотрят. Да. А чем они питаются? Насекомоядные. Немного питаются и салатом, но в основном насекомоядные. То есть это сверчок, зоофобус, мучной червь, таракан. Это физигнатус или водяная агама. Водяная означает, что в воде или... Да, она точно так же, как и Василиски, живет вдоль берегов рек. Ну, здесь ей достался террариум такой, более пустынный. У нас она просто передерживается, грубо говоря. Сейчас эубальфары в зимовке, поэтому здесь Есть место, она пока есть место, да. В дальнейшем в лабораторию или будем менять экспозицию, значит, посадим на экспозицию. Кого-то меняем, кого-то выставляем. То есть для более здорового содержания животных им надо делать период покоя. Поэтому мы периодически одних садим в более низкие или более сухие условия для периода покоя, а этих других высаживаем сюда. Ой, ну это вообще какие-то интересные ребята. Это цинк синеязыки. Ой, такое даже выговорить трудно. Ну, Цинк, Цинк, ну как цинк, только с цинк. да, цинк. Это змея, которая в процессе эволюции отрастила лапки, превратилась в ящерицу. Это у нее отверстие для дыхания? Да? Нет, это уши. Нет? А, это уши такие? Для дыхания там он носик. Носик, да. А я думал, как у рыб жабры там сбрасывали лишнее. А это уши. Ну, так, Ну, я вижу, за фобусом питается, да? Да, ну и синий язык там, может, покажет. Это девочка с мальчиком? или- да. Эта девочка пристает к мальчику. А мальчик говорит, что у меня сегодня голова болит. Она уже и так, и так. Палочки австралийцы. Такие прикольные ребята. Обычно люди приходят и говорят, Где они, да? тут ничего нет. Да. Я тоже у знакомого, когда первый раз их увидел, думаю, да что там, ветки какие-то. Потом увидел, взял в руках, подержал и понял, интересные ребята. Хотя вроде и не шевелятся, но вот чем-то они меня манят. Ну, вот есть сейчас вот у нас начали выходить экстатосома теоратом или палочник страшилка называется. Не могу на него сфокусироваться, но я думаю, вы его видите, он там малой ползет там. Тут все личинки, тут взрослых нету. А вот это кто? Это тоже личинки. Такая большая? Да. Ух ты. А до какого размера они растут? Они растут сантиметров до 15-20. То есть достаточно большие. То есть это все молодежь у нас, грубо говоря. Листики чего вот этой веточки? Что они кушают? Ну, Шиповник. разноцветные. Шиповник, малина. Мы специально замораживаем в холодильнике и потом выставляем сюда. Очень чувствительные к остаточным количествам пестицидов. Поэтому надо очень аккуратно выбирать места, где уж наверняка не обрабатывалось никакими ядами. И сколько живут они? Имага живет недолго. Имага могут жить 2-3 месяца. А личинки могут жить до полугода.
Есть цикады тропические, которых личинка живет в почве до 15 лет. А уже взрослая насекомая и мама, но может жить месяц. Поденки, которые обитают в воде, они в воде могут жить до года, а взрослая насекомая живет часы. По соседству у нас кто тут? Шипохвостая игуана. Она такая маленькая и Да, будет, Да, да? это уже взрослый. Это игуанообразные, да, родственники игуаны. Когда рождается яркая, она с возрастом становится такой. Все больше под местность, да, Да. так не выделяться сильно. Ну и питается насекомыми. Насекомые, да. Ну, там полосатый геккон. Где-то прячется, да? Да, они под листиком спрятаны. Хорошо держатся. Держатся на стекле. Хорошо бегают. Ну прям лапки присосочки, да? Да, ну, это у многих гекконов. Ученые проверяли, они присасываются практически к любой поверхности, кроме тефлона. То, что сковородки делают, да? Прикольные ребята. Ну и это тоже максимальный. Да, это взрослые. А они живут по одному, это так надо или... Нет, здесь пара. А здесь... Да, мы один убежал, а это я второго достал. Здесь же они не размножаются, да? Да. О, товарищ распластался вообще. Да, это ресничатые. Все как у людей. Температура, влажность и освещенность. Все. То есть день-ночь, температура, влажность. Ну, корм, естественно, это поскольку это бананоеды, то они очень любят бананы, но и насекомоядные. Что, вот обычный банан вот этот, да? Да, да, обычный банан. Ну, в принципе, любые фрукты. Сладкие, охотные, и манго, и мы давали и клубнику, и пюре детское, вот эти вот для детского вскармливания. Это же самое активное, ну, хорошо кушать. Следующие товарищи, ну они, конечно, вот, не знаю, я понимаю, что вы в руках их держали, да? Ну вот как-то они так как... Мы даже их ели, Ну и как? когда вот много, вот слышите, Да, слышим. ну, жестковаты. Жестковато, да? Да. Может чуть-чуть больше там замочить их там, в чем-то. Ну, можно в каком-то соусе. Ну да. Но вы знаете, что в странах Европы приняли закон, который позволяет использовать белок насекомых в пищу, то есть добавлять в колбасы, там всякое всячное. Это мадагаскарский таракан, шипящий мадагаскарский таракан. И на руках. Ну, есть я такое не буду, конечно. Нет? Я бы тоже не рискнул. Я перезвоню. Питается, я смотрю, это тыква, да? Да. Да. И морковку могут еще. Тыква, морковка. И я смотрю, мошки тут еще водятся, да? Это так надо? Нет, это мошки, которые муха дрозофила или муха горбатка. Вот они на остатках вот, тыквы, мы их кормим растительным кормом. Поэтому, Доедаем, да? Да, ну, собственно говоря, как любые синантропные насекомые, которые водятся у нас в комнатах, точно так же и здесь. Ой, ну тут еще больше. Это кто? Да. Костариканские тараканы. Это один из крупных, но это уже крылатый таракан. Ну, они не летают, они грубо говоря, планируют, поскольку тело у них достаточно тяжелое, поэтому летать они так не могут. На вкус не пробовали, да? Нет, не пробовал. Что-то мне аргентинские не нравятся. Понятно. Больше я мадагаскарский. Пошипит еще вначале. Ага. Тыквочка, капусточка, Да, все как да. у этих. Морковочка. Они также тут еще и размножаются. Да, ну, личинки это же насекомые с неполным превращением. То есть личинки похожи на взрослых насекомых, на имах. Ну, вот личинка, видите? Ага. То есть все точно так же, только без крыльев. Она еще пытается убежать, да? Да. Ну, личинки живут в подстилке,
А вот мелкая, видите? Ага, да. Вот. Личинки живут под стенки, а взрослые предпочитают более открытые места. Ну, это, опять же, для спаривания, для какой-то коммуникации, потому что самец очень интересно ухаживает за самкой. Ну, здесь у нас арахниды, всевозможные пауки, птицееды. Ядовитый или нет? Ну, все пауки, в принципе, ядовиты. Но одни более токсичны, другие не менее токсичны. Но восприимчивость каждого организма человеческого, если мы говорим Про человека, да. к человеку, то восприимчивость человека к ядам у каждого своя. Бегает быстро. Ну, могут, да. То, что на камеру нападет, то камера это ничего. А смысл нападать на камеру? Они съедобные. А что они кушают? Кушают. Ну, поскольку они птицееды, поэтому птицы. То есть ничего, конечно. Я думал, недаром. Вот. Питаются насекомыми. Это они Собственно паутину говоря, плетут. Почему птицееды называли? Да, вот Потому что интересно. те птицы, которые водятся в Южной Америке, они размером с пчелу. И когда исследователи находили в паутине, которую вот видно, да, Да, видно паутину. находили в паутинах этих птичек калибри, они так и назвали. Птицы Пауки птицееды, да. Вот здесь его не увидишь, где-то прячется. прячется. А, вот видно его там, ну, запрятанный. Да. Полосатый тоже. Ну, здесь скорпион. Да, в прошлый раз вы мне давали скорпиона. Да? Да, Он до сих пор живет. да. Но я тогда впервые держал скорпиона. А вы же все шутили, что ага, проверим, Ну, ядовитый или нет. Видите, проверили. Нет. Так больше за меня просто. Может, за меня пощадил. Яд малотоксичен. Да. Ну, опять же такие, это все От человека Индивидуально, зависит. очень да. индивидуально, да. Но они первые ж не нападают, да? Нет, вторые. Я понял. То, что взял на руку, считается нападением? Ну, нет. Нет, ну это нормально. Просто такой день был. Тут тоже не увидим, прячется. Где-то спрятал. А там за фоном прячется. Самая большая улитка. Ахатина улитка. Это Очень вкусно. то, что девушки используют для омоложения Да. лица. Да. Ну, такой только один раз можно использовать. А почему один? Она вбирает в себя, но переработать не может. Если, допустим, ее использовать повторно, она может заразить или перенести другому человеку то, что она забрала. Ну, у меня другая версия, конечно. Да? А, ну-ка. Я после того, как омолаживается женщина, улитка погибает. А, Она берет всю негативную энергию на себя. все Поэтому забираю, да? Ну а это кто у нас? Кайман крокодиловый. Их на родине кушают, да? И они кушают, да? и они Но они кушают. Кто кого, да? Да. да. В основном едят пираньи. Считается, что регуляторы численности. Пираньи. У нас здесь наша местная пиранья плавает. Это кто, караси? Россия. Подъедает? Кто кого? Ну, кайман. Да. И- Ну это корм, грубо Ну говоря. я просто смотрю, он как бы тут ему и Да не место голодный. Не голодный, да. Места ему достаточно. достаточно, да? Да. Ну, он может развернуться, он ухватить, в воде, или он да. долго ждет. Нет, он просто привередливый. Но в природе могут долго ждать, а потом резко бросаться. Вот это весь его корм, так сказать, рацион. Нет, это дополнительный. В Это, качестве лакомства. ну, даже не лакомство, это называется обогащение экологической ниши. То есть мы вот создали так бы, он может охотиться, но в принципе вы видите все вот три рыбки, которые, три карася, которых мы выпустили, они так и уже живут с ним месяц, наверное. Уже подружились, наверное, Да, да. познакомились. А так он ждет, пока ему не принесут другую рыбку. А что основной его рацион составляет? Ну, из пресноводных рыб даем, ну, тех же карасей, но не живых.
хек, сельдь. То есть вот такая у них рацион. Плюс сердце говяжье, ну или мясо. Много съедает. Ну, все зависит от настроения. То есть это самец, вот, когда он в гульке, когда у него мысли о другом, то есть он тогда ест мало. Ну а так, в принципе, достаточно много. 5-10 рыб, в зависимости от размера, может съесть или там полкило мяса за один раз. А имя у него есть вообще? Не давали? Сеня. Сеня? Сеня. Сеня. Семен Семенович. Гладить дается? Да, Или только один раз тоже? это ручной крокодил. Да. Мы его так называем. Ну, поскольку, когда мы даем, он питается руками, когда даем гладить. Кости это его. Это и зубы. Ага. Зубы, да, выпадают в процессе жизни, выпадают старые, вырастают новые. Сеня, тебя он зовут. Не, сегодня что-то... Сегодня не тот день. Да. Сегодня что-то пираньи, не пираньи. Кто там еще у нас нет? Да, еще там халтурил. Да. Ну тут прямо и змеи, и Ну, тут черепахи. некоторых змей, ну, удавов, это удавов, нам принесли, когда там Салтовку обстреливали, нам попривозили несколько штук оттуда. Кто-то дома держал, да? Да, держал, и позвонили, чтобы сюда к нам привезли. И волонтеры, которые там помогали, Вывозили, привозили. спасали, да. То есть если есть рыбки, рептилии, то можно обращаться и сюда привозить к вам, Да, да? да. Несколько черепах приносили, ну то есть помогали, чем могли. Да, но это в любом случае, как бы так бы они погибли. Здесь им должный уход, содержание. Чем отличается питон от удава? Удавы – это живородящие, как бы говорят, а питоны – яйцекладущие. Питоны сами высиживают свои яйца, согревая яйцекладку своим телом, сокращением своего тела. А у удавов рождаются уже сформированные молодые змейки. Вот так вот можно отличить как-то, кто питон, кто удав, ну внешне, я там Да. понял, да? Да. А в чем различие внешне? Ну, если самка, то она поползла. А если самец, то он пополз. Но в принципе, поскольку это считается ложноногие, Влажноногие? ложноногие, да. Ложноногие. Ложноногие, да. То у них, если мы присмотримся, у основания хвоста возле клаки есть такие два крючочка. То вот по размеру этих крючочков у питона и удава можно определить пол. Но это все так вот, очень условно. Что это за черепаха? Черепаха трионикс, мягкотелая черепаха, у нее нет панциря, есть только кожа и хрящи. Он у нее был в процессе эволюции, она его утратила. И есть 3 когтя на каждой из лап. Ну она, походу, может в пищу пойти, да? Нет, она очень агрессивная. Серьезно, да? Да. Без панцирей может хорошо защищаться? Ну, она его утратила, потому что там, где она живет, у нее нет врагов, и она агрессивная, может себя защитить и без панциря. Удавы здесь вот с ней вместе не живут. Они, единственная территория в воде, это вот тут вот возле слива воды. Ну, ты посмотри, какая она. Я просто знаю, что с красноухой они содержались. Вот красноухая ее, конечно, трионикса достала, ну, съела. Ну, да, красноухая прячется, но в принципе трионикс тоже может подгрызать и лапы, и хвост, то есть он тоже очень агрессивный. Это все зависит от размера, температуры воды. Если вы присмотритесь, вот здесь вот есть. Вот это самка. Это самка. У нее коготки маленькие-маленькие. Вот он уже, вот если вот так вот. Так. Ну, мы сейчас возьмем самца, то есть, Там будет сразу. да, там же будет сразу видно. А здесь вот, ну, наверное, не очень видно. Не очень, да. Да. Ну, это и
половое отличие. У самок они очень мелкие, а у самцов очень крупные. Самки до какого размера растут? Ну, до 3 метров. А самцы? Самцы поменьше. И они попрогнутся. Ну вот здесь вот. Вот смотрите. Вот они. Видите? Да. Да. Видно. Ну, считается, что это редуцированная норма. А то, что они душат, это как бы... Это нормально. Это нормально, да? Да. Но это их надо с чем-то спровоцировать, да, на такие действия. Ну, вот я достал, вот он меня душит. Я понял. Но он же как бы несерьезный сейчас. Ну, не, ну я, он же знает меня. Ну да. Он знает, что я его могу задушить. И не голодный, да, наверное. Не, он в линьке. То есть вы смотритесь, у него белесые глаза. Да. Это говорит о том, что он готовится линять. То есть сбрасывать шкуру. Вот тоже ручной или нет? Да. Тут, наверное, с детства, он, да? Или... Да. Да. Узнает, с утра здоровается. Да. Сюда приполз, потому что он знает, что я его буду кормить. Вот с этой стороны открываю. Ага. А что он кушает? Ну, грызунов может питаться бананами, может питаться всевозможными пюре фруктовым. Сейчас водичку пью. Как часто они вообще кушают? Раз в неделю мы удавом даем. И сколько? Так Ну, в сказать? зависимости от размера, 2-3 или крысы, или хомяка, или морских свинки, или кролика. Все. Зависит от размера змеи. Но этот поменьше, да, кушает, чем удав? Ну, ему каждый день, да, надо, если... Ну, ему раз в 2-3 дня мы даем. Внизу у нас кто-то есть? Да, шпорцевые шпорцевые лягушки. лягушки. Это лягушки, которые никогда не выходят на сушу. Почему шпорцевые? Потому что на задней ноге шпора. Они как раз попрятали задние лапы. А чем они питаются? Всевозможными живой корм, может гранулами, не многоядные. Рыбу могут, да? Да, рыба, ну, порезанная. А живую? Мелкая, живое, там, лепешка, тоже такое. Это черепаха мата-мата с необычной формой панциря, которая похожа на корягу. И благодаря этому она хорошо маскируется. Также у нее еще пасть в необычной форме, она опускает ее под воду, всасывает как воронкой, и рыба сама плывет к ней в рот. А это змея-шея, черепаха с длинной головой, шеей похожей на змею. Она ее может спрятать? Нет, спрятать не может. Ну, может боком ее как бы прятать или S-образно изгибать, но в принципе она не прячет. Вот в отличие от красноухой черепахи, вот, которая где у нас, Вот там. вот она у нас сидит, которая может прятать голову в панцирь. Змеи на шее нет. Здесь питоны. Тигровый, сетчатый и анаконда. Конечно, маскируются они хорошо. Да. В природе вообще не увидишь. Ну, это альбинос, тигровый питон. В природе его тоже не увидишь, поскольку его обычно съедают. Ну да, он выделяется, сразу видно его. А анаконда парагвайская у нас. Это самая Да. маленькая. А, это из самая анаконд. Одна из небольших анаконд. 4 метра в основном достигает. А гигантская или зеленая анаконда, да, до 14 метров. Ого. До 17 говорят. Давно не видели такого. Хамелеоны йеменские. О, ну этого сразу я заметил. Пантера. Да, там йеменские. Ага, там где ну, спрятался куда-то. Тоже питаются насекомыми. Да, эти исключительно насекомые. А этот спрятался. Где-то Где-то за водопадом. не хочет показываться. Ну ладно. Это жаба ага, коричневая. Она вот как раз перед носом сидит, а я туда смотрю. Она вся такая в пупырышку. Ну и ядовитая. Нельзя трогать. Нельзя трогать, и если Облизывать. потрогать, да, потом, допустим, глаз коснулся, может человек ослепнуть. Ого. Такая-то.
Вот за глазами вот, железы, припуклости, видите? Да, Вот мешочки это- такие, да, там. Ну, да. в принципе, у нее кожа вся ядовитая. Ну, не знаю. А это еще более ядовитая. А красивые такие. Ну, в природе, если что-то такое красивое, яркое, оно, скорее всего, будет ядовитым. Предупредительная окраска называется. Это лягушки древолаза. Это те лягушки, вот, из которых Яд делают, да, смазывали индейцы стрелы и убивали врагов. Ну, так. или на охоте там. Ну, В да. процессе нагревания, приготовления пищи токсин разрушается, и поэтому можно пищу, прошедшую тепловую обработку, уже принимать внутрь. Красивые, но опасные. Это тонкохвостый полос. У нас их две разновидности или два вида. Это Ридли полос. Питается также Да, Грызунами. грызунами. ну, это еще их называют крысиный полос. А, даже так. Они охотятся на них. В Азии, да, они очень активны. Даже живут возле жилья людей. И тем, Охраняют. да. Вот еще такой у нас. Это то же самое тонкохвостый. Ну, здесь надо. Вытащить. Здесь полинял, да? Они забираются, да. Забираются за эту самую, прячутся. Все там. Я там спрятался. Вон они там. Ага, да. За декорацией сидит. Это синолойская королевская змея. По-моему, как раз... Она в прошлый похожа раз на я- кораллового аспида. Да, Да, вот это я это и называется держал. мимикрия. Тут один? Да, один. Это садовый удав, житель Америки. Живет в кронах деревьев, ну, считается, что ловит птичек. И за счет этого Да, живет. это всевозможные морфы, цветовые, уже разведенные, выведены в неволе маисовых полозов. Так, геккон токи. Вот он. А, вот он, да, спрятался. Один из самых крикливых гекконов. Почему токи назвали? Ток, и так и кричит. Токи. Интересно. И вот второй сразу. Здесь же они и размножаются. Да. Мы специально бамбуковые палки поставили. Они в них, да? Внутри, да. Внутри они откладывают яйца. Это дневной мадагаскарский геккон. Ну, конечно, цвет у него такой яркий вообще, классно, сочный. Ну, потому что дневной. Ему надо маскироваться днем, поэтому вот он имеет такую окраску. Очень привлекательный. Это квакша австралийская. Но тоже лучше не трогать, да? Нет. Как раз, У нее есть антибактериальная слизь на теле. да. И аборигены в Австралии ею мыли руки как мыло. Ух ты. Сейчас мы Это попробуем кузнечик или сверчок? сверчок покормить. Ням-ням. Ну, то есть они легко, в принципе, держатся на листьях. И меняют окрас в зависимости от температуры. Не хочет. Да, конечно. Тут говорят, кричат. А как у них размножение происходит? Регулярно. Прикольно. Ну, размножаются они в воде. Вот это жители крон, живут они в кронах деревьев, но во влажный период, естественно, ищут душу. Вот этого им хватает? Да, Ой, ну это что-то надулось, барышня там. Это лягушка водонос. И надулась она всасывает в себя воду, и вот такой становится большой. А потом она ее постепенно выделяет в случае засухи, так себя увлажняет. Продумано. Она тут одна? Да. Самцы до 3 килограмм. Самцы огромные. Казалось бы, лягушка 3 килограмма, это кот уже. Да.
маленькая собака, кот. Привет. Это калифорнийская молочная змея. Ну, они достаточно агрессивные. Особенно мне понравились черепахи. Кого-то уже кусали? Ну, кому-то да. Ну, тут тоже могут. Ну что она такая злая, что ли? Вроде шкура, все. Ну не будем. Побалагурить. Я понял. Ага. Не будем ее беспокоить, пускай. Большая – это шпароносная черепаха. Такая может доживать до 150 лет. И по размерам это третий из сухопутных черепах. Сколько этой? 35. Совсем молодая. Ну, это самец. Это азиатские черепахи. Все пришли погреться. А питаются чем? Растительноядные. Салатики, Салаты, фруктики, да? сено,